Всем привет! В этом видео приготовим новогодний торт «Сапог Деда Мороза». Если вам интересно, смотрите дальше. Вот примерно распечатала подошву сапога, испекла морковные бисквиты. Рецепт есть в предыдущем видео, ссылку оставлю в описании. Бисквиты я выпекала 14-16 сантиметров в диаметре. Тут у меня подготовленный конфи из маракуйи. На 200 грамм конфи 30 грамм сахара и 4 грамма пектина. Все надо проварить до загустения. Видео у меня уже есть конфи из манго, ссылку оставлю в описании. На каждый бисквит ставлю слой конфи, распределяю. Сверху кладу взбитый ганаш маракуйя. Этот рецепт я тоже готовила в предыдущем видео, ссылку также оставлю в описании. Но к ганашу я добавила немного крем-чиза, чтобы ганаш был менее сладкий и более нежный. На 200 грамм ганаша я добавляла 50 грамм крем-чиза. Крем-чиз добавляем в том моменте, когда подготовили ганаш, пробили блендером, добавляем крем-чиз, еще раз пробиваем блендером и ставим в холодильник на стабилизацию. Конечно, можно крем-чиз добавить уже, когда ганаш стабилизировался. Достаем, добавляем крем-чиз и взбиваем миксером. Так тоже можно делать. Вот так собираю слой за слоем будущий сапог. Сколько уходит ганаша, это трудно сказать, так как каждый свой сапог может приготовить другого размера. Слой ганаша тоже каждый добавит по-своему. Но подготавливать вот этот крем-ганаш лучше так с запасом. И если останется, его можно хранить в морозилке. Собрала торт, покрыла пищевой пленкой, прижимаю вот так и придаю уже форму. Тут даже много не надо ничего обрезать, а уже прижимаю, так как бисквиты и крем очень нежные, мягкие, они поддаются. Далее торт надо поставить в морозилку. Я его замораживала при 19 градусов 10 часов. Ну, если замораживать при более низкой температуре, там 22, тогда можно заморозить 5 часов и обрезать, придавать нужную форму. Вот так обрезала замороженный торт. Почему я обрезала замороженный? Потому что только собранный торт, он еще хорошо не держит форму, он очень нежный, мягкий. А когда торт замороженный, можно обрезать и придавать вот всякие мелкие такие детали. Удобно, легко. Обрезанный торт надо покрыть каким-нибудь масляным кремом или ганашем. Я тут покрываю бетонным ганашем, ссылку тоже оставлю в описании. Но тут вы можете брать любой масляный крем, чтобы потом, покрывая мастикой, мастика была изолирована от торта. Дно этого сапога я тоже промазала кремом. И чтобы торт был более гладкий, ровный, вот ставим пищевую пленку и теплыми руками вот так сглаживаем, округляем
Тогда будет более гладкая поверхность. Готовый торт ставим в холодильник, подготавливаем мастику. Рецепт мастики тоже есть на канале, ссылка также будет в описании. Можно, конечно, и покрывать пластичным шоколадом, но тогда лучше, чтобы торт не был замороженный, так как пластичный шоколад очень быстро будет твердеть. Если будем класть на замороженный торт, будет труднее сглаживать вот этот пластичный шоколад. А из мастики еще мы можем делать всякие складки, если надо, так как мастика сразу не становится твердая, а наоборот, если ставить на замороженный торт, мастика становится влажная, так как торт размораживается и отдает влагу. Торт покрываю красной мастикой, обрезаю лишнее. Тут даже особо не надо очень ровно класть эту мастику, так как у сапога могут быть складки. Так даже будет более интереснее выглядеть. Из белой мастики делаю с помощью вот такого молда, вязаного молда, для сапога верхнюю часть. Если нету молда, то можно просто вот белую мастику класть. Снизу добавляю черную мастику. И вот видите, я сделала такие дырочки. Я буду класть еще сапогу шнурки, прикладывая кругляшки, которые покрываю золотом. Оттуда будет выходить шнурки. Подготовила поднос. Поднос я обмазала маршмеллоу. Этот маршмеллоу я покажу в другом видео, как приготовить. Очень легко, просто и интересно смотрится, вот если делать торт в зимнем таком стиле. Из этого же маршмеллоу я сделала тоже вот этот вязаный коврик. Из этого коврика я вырезала вот такой круглый и кладу в сапог.
Сверху кладу вот эту морковку, которую я готовила в предыдущем видео. Так как этот год кролика, то морковка — это такой, как главный декор этого торта. И вот такие еще шарики из маршмеллоу. И в конце вот такой тортик получился. Сапог Деда Мороза с морковкой и зайчиком, кроликом. Я долго не могла выбрать, какой торт приготовить на Новый год, так как идей очень много и разные, но в итоге я выбрала вот сапог Деда Мороза. В целом мне нравятся 3D торты. Вы можете писать в комментариях, какие любите вы торты. Простые или более сложные. И, конечно, самое интересное всегда разрезать торт, посмотреть, как это выглядит внутри. Разрез смотрится очень красиво. Вот такие морковные бисквиты. А по вкусу очень нежно, в меру сладко, так как тут конфи из маракуйи, который довольно кислый. И так как ганаш еще разбавленный крем-чизом, он тоже не особо сладкий. В целом вкус очень нежный, но в то же время яркий, так как маракуйя сама по себе такая с ярким вкусом. И сами бисквиты тоже морковные, с таким своим ароматом. Очень нежный, вкусный торт. Советую и вам попробовать. Если вам понравился видео, ставьте лайк, подписывайтесь, комментируйте. Всем пока!